Здесь кто-нибудь есть? Саня, это ты плохнул дверью? Такое ощущение, как будто здесь захоронена Самара из звонка. Народ! Народ! Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы отправимся в еще одну заброшенную больницу, находящуюся в Тульской области, в городе Богородицк. Об этой больнице, как и о предыдущей в той же области, очень мало информации. Статья да пару роликов. Кстати, в одном из них парень утверждает, что в этой больнице обитают призраки. Привет, дорогие друзья! С вами Сталарс, и сегодня мы находимся в Богородицке. Спросите, почему мы именно здесь? Мы приехали в заброшенную больницу, где мы читали по слухам, слышны ночью стоны, звуки. И люди начинают думать, что здесь обитают призраки. Приезжали отряды полиции и никого не наблюдали внутри. Но я скептик, и поэтому мы отправляемся туда вместе с вами, чтобы проверить эту больницу на предмет паранормального. Это строение со стороны выглядит очень масштабным, и отстроено оно в чертах сталинского стиля. Также пишут, что она долгое время была единственной городской больницей, расположена на территории парка Бобринских за Казанским храмом. Пациенты, идущие на поправку, могли в часы прогулок выйти в парк, чтобы подышать свежим воздухом, что и стало ключевым моментом в выборе места постройки этого здания. С годами больница начала разрушаться, и ее переселили в другое место, а само здание постепенно, но неминуемо разваливается по сей день. А еще в интернете сказано, цитирую: «Богородчане это место не любят и стараются обходить его стороной. Ведь больницы, при которых еще присутствуют морги, связаны с самыми тяжелыми жизненными страницами». Устраивайся поудобнее, прожимай лайк этому видео, подписывайся и не забудь прожать колокольчик. Ведь только так ты будешь всегда в курсе новых видео на канале. Приятного тебе просмотра, погнали! Одним прекрасным днем звонит мне Саня и говорит: поедем-ка снимем прикольную заброшку. В общем, друзья, отправляемся мы еще в одну заброшенную больницу. Сегодня погодка, конечно, не шепчет. В том понимании, хотя бы нет дождя, но ветер ужасный. У нас тут все падает, деревья, заборы. Надеюсь, нам это не помешает отснять все то, что будет там. Вот. Ехать нам 2,5 часа, почти 200 километров. Отправимся мы сегодня вот на этой малышке. Мы решили, что сегодня джип-байк нам не нужен. И по идее, смотря по карте, там хорошая дорога, и не нужно будет где-то идти по каким-то, ну, я не знаю, там, что там, грязь или еще что-то такое. Вот, по идее, она там стоит возле дороги, поэтому проблем с подходом именно к ней, я надеюсь, не будет. По дороге нас встречает такая маленькая проблемка. Машина заговорила о том, что не повезу вас никуда, у меня жижи мало. Что делать? Остановились, посмотрели. Ну, в целом ничего критичного не случилось. На самом деле, видимо, просто сработал датчик какой-то.
на каком-то повороте. Может, то, что это от уровня чуть упало. Ну да. Как шпалка это уровень, да, я так понимаю? Ну, наверное. Крылечко там упало. Посмотрев, естественно, мы поняли, что вроде как добраться, доехать до места сможем и отправляемся дальше. Проехав где-то полпути, может быть, чуть побольше, мы доехали уже до Тулы, понимаем, что дело-то ближе к вечеру, а ел я последний раз где-то часов, наверное, в 12 дня. Мы решили остановиться у ближайшей шаурмячной и рискнуть своим здоровьем, как говорится. Но в целом все обошлось, было весьма вкусно. Мы наелись и продолжили свой путь. Уже въезжая в сам город Богородицк, мы палим, что прямо возле трассы находится кладбище. Опа, нифига себе. Кладбище, ребят, прямо возле дороги. Просто оно потонуло из-за снега, вообще воды куча. Спустя некоторое время мы добрались до места. Подъезжаем ближе и представьте, там полнейшая темнота. Все фонари, которые с дороги, светят само собой на дорогу. То есть здание само не освещается, только светом фар. У него вот здесь вот пятак, вот здесь и вход, грубо говоря. Ну да, вот ты можешь жопой туда въехать. Или наоборот мордой, чтобы осветить это все. И уже поворачивая прям на здание фарами, мы замечаем, что что-то там промелькнуло. Мы забрались в здание и начали подключать аппаратуру, настраивать свет и уже подготавливаться непосредственно к съемкам. Забравшись в здание, мы оказались в его центре. Поразмыслив, мы решили, что будет интереснее, если каждый из нас пойдет в разные его части. Один пойдет в правую сторону, другой в левую. Так мы пройдем все 3 этажа и, объединившись вместе, спустимся в подвал. Все? Да, погнали потихонечку. Как я уже и говорил, я об этом здании толком не знаю нифига. Здесь очень много комнат. Какие-то непонятные... Что это такое было вообще? Это, наверное, что-то типа ванной с деревянными этими самыми. Странно. Трубы какие-то торчат. Может быть, какая-то котельная. Или что-то в этом роде. Я даже, если честно, я не знаю, в каком году она построилась. Я не искал эту информацию. Я решил, что какая нам разница, когда это все построилось. Как минимум, мы понимаем, что это явно не 5 лет назад. Комнатка пустая. Смотрите, какие люстрочки. Антуражные, слушайте. Антураж 300-летней давности. Очень классно. Ну, опять однотипные комнаты. Какие-то то ли кухня, то ли что. Можно провалиться негде. Это проход как раз в крыло, наверное. Сейчас мы чуть позже пойдем. И здесь был витраж. Вон, остаточки даже былой красоты.
Жаль, разбили. Это была, видимо, витражная стена. И вот тут вот куча осколков. Все, что от этого осталось, к сожалению. По мере удаления друг от друга становилось все более жутко. Хоть мы и были не на большом расстоянии друг от друга и, в принципе, видели друг друга, но слышать уже не особо получалось. У нас при себе были рации, и в какой-то момент, открыв одну из дверей, я заглянул туда, посмотрел, что там пусто, и уже развернулся и начал уходить в другой кабинет, ну просто дальше по коридору. Я вам так скажу, она, кстати, не очень-то и большая сама по себе, поэтому, скорее всего, мы ее очень быстро обойдем. Матрасики, кто-то спал. Тук-тук. К вам можно? Да. Тут, конечно, кто-то иногда, походу, отдыхает. Неплохо так. Блин, на самом деле вся эта барбитура очень тяжелая. И тут через какое-то мгновение происходит такой... ветер. Я только что был в этой комнате. Фига себе. Кто ходит там сами, такие звуки. Стрёмно, как будто здесь еще кто-то ходит. Что там? Как призраки твои. У меня сейчас вот эта дверь, на которую я смотрю, она только что сама закрылась. Но это от ветра, здесь сквозняк вообще. Я в эту комнату только что заходил, как бы, знаешь, пол такой страшный очень. Так. Слушай, а тут прям выход на улицу здесь есть. А, да? У меня такое ощущение, как будто кто-то в подвале есть, короче. Ну, это будет не прикольно. Чего-чего? Вышел кто-то оттуда? Я говорю, там шорохи какие-то. Ага. Так, ладно, пойдем дальше. Потихонечку. Это проволока короткая, там лестница. Тут какая-то как. Да мне тут тоже везде шорохи есть. Здесь кто-нибудь есть? Саня, это ты бахнул дверью? Да нет, конечно, это либо ветер опять, либо кто-то балуется. Стрёмно, блядь. Да не ссы, все нормально будет. Я на второй. Посмотрим, что здесь. И тоже пойдем потихоньку на второй этаж. Ну, в целом какие-то душевые, ну, просто комнаты закрытые все. Очень стрёмные звуки, конечно, непонятные. Так как в этот день и так было очень ветрено, то в самом здании из-за того, что почти все окна были разбиты и только малая часть из них была заколочена, по всем коридорам гулял ветер. Поднимаюсь на второй этаж, и как вы думаете, естественно, там хреначит ветер с такой силой, что там двери все шлепали, как будто у ветра там была какая-то дискотека. Да, здесь ветер пи***ц. Ураган
Ух. Само по себе здание прикольно, кстати, выглядит. Так, ну что, заглядываем. Если кто-нибудь есть? Не курить. Главное. Как в каком-то Silent Hill. Закрытая. Ну, собственно, планировка абсолютно ничем не отличается. Везде одинаковые квадратные комнаты, люстры и облупившаяся краска на стенах. Ни одной интересной комнаты нету. Рыночные отношения. Что бы это значило, непонятно. Пустые штуки, что ли, ебут? Простите, конечно. Но вот это не то место. Не подходящее для публичного дома. Какие-то непонятные символы, чтобы означало М912. Как будто номера квартир. Но вряд ли кто-то писал номера квартир маркером на стенах. Ого, а тут как будто бы горело кого-то. Или кто-то что-то пытался поджечь. Да? Ну, как будто бы да. Ух, это что у нас такое было? Душ? Душевая, что ли? Блин, постоянно мозги отвлекают на то, что как будто сейчас кто-то из малолеток выскочит, пугает, блин. Я обсираюсь тут потом. Мы пошли друг навстречу другу, осматривая помещения на втором этаже. В них, как и прежде, ничего интересного не было. Мы решаем, что разделяться нет никакого смысла, так как здание на самом деле внутри меньше, чем выглядит со стороны. Ну и в итоге мы отправляемся вместе снимать второй и третий этаж. Пойдем сходим на третий этаж еще. Пройдемся. Ну, честно, тут все однотипное. Туалет с люстрами. Да, если уж говорить о предыдущей больнице, то там реально было много мебели. Ну, такой, не то чтобы прям. Получается, что там казалось, что там, ну, знаешь, как сказать, ну, как я и говорил, новое здание, как будто еще не совсем давно его забросили. Вот. А в этом случае, как будто его забросили, ну, очень давно. Сегодня, конечно, очень ветрено. Очень ветрено. Тут прямо на втором этаже все окна повыбиты. На первом они хотя бы заколочены. Ну, хоть как-то, да. Здесь все повыбиты окна, и очень там зябко, холодно, ветер. Третий этаж почти не отличался от второго и первого. Единственные различия были в том, что там были большие арочные окна. Мы обнаружили комнаты, которые были сделаны как новый ремонт. В них были остатки пластиковых окон, естественно, без стекол. Была современная плитка на стенах. О, смотри, здесь какая раздача. Ну, я говорю. Ну, тут вообще вся однотипные комнаты в любом цене. Ну да. Ну, в принципе, это нормально для больницы. Да, тут есть лифт, я уже ему. А я не видел.
Неплохая шахта такая. Ну, тут вся комната в плитке прям. В натуре, смотри, так это круто. Прям самое... Смотри, я тебе больше скажу, это, наверное, самая свежая комната по причине еще того, что здесь пластиковые окна уже стоят. Да, я относительно современная плитка. Ну, вероятнее всего, это была какая-то операционная. Или была самая последняя комната до того, как забросили, скажем так, больницу, была самая последняя комната, в которой делали ремонт. В общем, осмотрев весь второй и третий этаж, мы решаем, что пора отправиться в подвал. И остальное все осколками не падает. Только Саня, аккуратно там ноги, чтобы не пропадать. Ну, да. А ты тут не был? Ну, вот туда внутрь не проходил, потому что я не захотел по осколкам бродить. Что-то там куда-то он прям ведет. Мы замечаем не просто комнату, а такая небольшая постройка в виде колодца, но квадратного. Ощущение, как будто здесь захоронена Самара из звонка. Такой, знаешь, типа Колодец? Да-да, полу какой-то колодец. А, ну здесь толчок. Куда он толк? Да там, ну, как бы ничего нет. Ну да. Вот тут только пробита какая-то. А, ну это тоже дверь. А, слушай. Какая-то... А. Блин, Валечек, здесь вообще какое-то отдельное. Тут и в подвал можно, я так понял. Что ты? То есть мы бы сюда не пробрались бы никак. То есть здесь доски заколочены, крыша как будто вообще отдельно. Вот что это такое? Вниманию родственников больных. Правила какие-то. А, мне теперь тоже ногу свело. Это какое-то проклятие, что ли? Проклятие заброшенной больницы. Отпусти меня. Сводит нога. Так. Ну да, здесь тоже подвальный выход. Или вход, по сути. Слушай, пройти-то можно, но здесь ебаски холодно. Не, пойдем в штаб зайдем, наверное, да? Дойдя до него, на удивление, там оказалось теплее. И мы прошли внутрь. Нас встретил большой зал, покрытый голубой плиткой, которая навевала мысли о бассейне. Слушай, а что это интересно здесь было? Смотри, какие-то ступеньки такие. Может, местная лаборатория? Смотри, здесь видишь, какая-то Бассейн? Блин, мне нужно руками встал. Я думаю, мог. Это как будто я не знаю, что это. Что это могло быть? А, народ, как думаете? Что это за камера такая? Вообще никого туда здесь парились, а тут я не знаю, что делать. Ну, есть предположение, что это был морг. Мозг? Да. А где же тут холодильники располагались? Ну, где-то. Ну, обычно вообще в больницах, в подвалах всегда морг. Ну, логично. Конкретно, может быть, не в этом помещении, но в каком-то из подвалов он точно был. Так, пойдем туда. Что крыло, что ли?
Помимо этого, в подвале было очень много мусора по сравнению с остальным домом. Мы нашли какую-то комнату даже с креслом, которая там стояла посередине. И выглядело это слегка жутковато. Я люблю обычно выключатель. Всегда рассчитываю на то, что включится что-нибудь. Тут лампочки нет. Слушай, вот здесь, я тебе говорю, здесь теплее, чем в тот подвал, который там Ну там, видимо, сквозные дырки. какие-то. И ветром надуло. Ну, честно, Сань, тут больше смотреть нечего, мне кажется. Ну, какая-то мебель. Что мебель? Не порысь ее. Ух. Ух. А здесь мокро очень. Это либо снег ноги тает. По-любому. Потому что смотри, какое кресло, как будто здесь кого-то одного пытали. Ну, ты знаешь, кто-то чилит, приходит сюда чилить. Ну, да. Ну как это текает. Что за такая хрень? Осмотрев все здание, мы пришли к выводу, что нет смысла пытаться вызвать что-то мистическое. Слишком много звуков в этом здании, и оно больше даже напоминало не заброшенное, а как будто бы там тусуется вся молодежь района в округе. Так, ну вот, здесь мы начали, здесь мы, скорее всего, и закончим. Ребят, не вижу смысла. Я взял Уиджи доску, взял свечи, радиоприемник. Это не радиоприемник, диктофон. Здесь столько звуков, что настолько это все бессмысленно будет. Мы лучше давайте найдем какое-то более интересное. Слышите? Вот такие звуки, да. Поэтому я говорю, не вижу смысла проверять ее на паранормальность. Да вообще никакого. В общем, все, друзья, мы, наверное, отправляемся домой. Эти съемки мне дали понять, что, отправляясь в подобные поездки, рассчитывать на то, что все пойдет по сценарию, не стоит. Изначальная цель была проверить эту больницу на предмет паранормального. Но там можно без всяких попыток, призывов духа понять, что это место по-настоящему пустое. Даже подвал не исправил эту ситуацию. Мало того, что там было дико холодно, так еще и ветер создавал множество искусственных жутких звуков. А теперь вернемся к случаю с тенью в окне. Вот еще одно доказательство того, как с помощью подобного видео можно завести человека в заблуждение. Представьте, если к этому приложить мрачную историю, подтянутые за уши, и не рассказывать вам, что было там на самом деле. Выходит мрачненький сюжетик. Подъехав к месту, мы сразу же поняли, что там есть какие-то люди. Лично я больше напрягся от того, что они могли бы нам помешать отснять материал. Недолго думая, я полез за ними, чтобы поговорить и попросить их не мешать нам в работе. Но пройдя в левое крыло, там я никого не нашел. Увидел лишь еще одно окно, через которое, скорее всего, они и вылезли. Пишите в комментариях, а вы бы полезли внутрь, если бы увидели какую-то пробегающую тень. Надеюсь, в целом вам понравилось это видео, и вы пережили с нами, на мой взгляд, очень даже интересные эмоции. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь я и дальше буду искать разные заброшенные места, чтобы проверить их на предмет паранормального. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.